Привет, друзья, с вами Лада. В этом видео я покажу, как сплести простой ажур, ну в данном случае на подносе, из газетных или бумажных трубочек. Если вам тема интересна, то оставайтесь со мной и присоединяйтесь к процессу. Вот так у меня пока выглядит картина плетения. Я остановилась плести трубочками в этом месте, а вот здесь у меня будет начинаться ажур. В этой части я проплела всего лишь 2 ряда веревочкой в 2 трубочки, а в этой части у меня проплетено 3 ряда веревочкой в 2 трубочки. В этом месте я разделила на 2 равные части сторону овала и определила для себя, с какой стойки я буду плести ажур, то есть поднимать это плетение вверх. Далее за 2-3 стойки с середины до начала ажура я подставляю 2 новых рабочих трубочки, подставляю следующим образом, то есть я у трубочки срезаю наискосок кончик и вставляю прямо к стойкам, вот таким образом, как на видео. Теперь я этими новыми рабочими трубочками плету один ряд до противоположной стороны овала. А эти 2 трубочки, которые у меня были изначально, сейчас тоже пойдут в дело. Я ими начинаю плести очень аккуратно витки. И посмотрите, в том месте, где я подставляла 2 дополнительные рабочие трубочки, именно в этом месте я проплетаю виток, оплетаю стойку и очень хорошо подтягиваю ряды, чтобы вот это место, где у нас вставлены рабочие трубочки, не было особо видно и не бросалось это место в глаза. Чтобы у нас получился ровный ажур, я подставляю за стойки вот такие полоски плотной бумаги. Они как раз таки будут держать наш плетеный ряд и не давать ряду куда-нибудь уйти вниз. И 2 рабочими трубочками я начинаю постепенно плести веревочку в 2 трубочки на стойках и приподнимать их на том расстоянии, которое мне нужно. Доплетаю до противоположной стороны, где у нас были оставлены 2 рабочие трубочки, другие. И сейчас оставляю эти рабочие трубочки и беру мои первоначальные рабочие трубочки. Ими также начинаю плести ажур, все точно так же, как и плела вот до этого. Получается, что сейчас у меня в работе 2 пары рабочих трубочек, которыми я плету веревочку в 2 трубочки как бы вдогонку. И этими 2 рабочими трубочками, которыми сейчас сплела ажур, я дошла до места, где я начала формировать этот ажур, и плету дальше. Я проплела одну сторону этого овала одними рабочими трубочками, оставила, затем проплела другую сторону другими рабочими трубочками, оставила их, и таким образом в этом кадре показываю результат.
Что у меня получается? У меня снизу получается проплетено 3 ряда, потом идет ажурная вставка сформированная, потом еще 3 ряда проплетено, и по коротким сторонам овала у меня оставлены по 2 рабочих трубочки. Чтобы мне плести дальше, я делаю следующую манипуляцию. Я обрезаю по одной стойке из всех двойных, но это для того, чтобы потом сделать аккуратную загибку, и соответственно я убираю одну пару рабочих трубочек, потому что далее я буду плести веревочкой в 4 трубочки, и мне понадобится только одна пара из этих двух. Вот такой ажур получился. Он плетется очень легко, здесь не нужно никаких сложных переходов на следующий ряд делать, хотя, конечно, есть некоторые виды ажура, когда переход на новый ряд действительно очень нужен. Кстати, такой переход я показывала в одном из своих видео, обязательно ссылку оставлю в описании под видео, заглядывайте, если вам интересно. Видео по плетению этого подноса уже в законченном варианте выйдет чуть попозже, а сейчас дайте мне знать, если вам это видео понравилось и пригодилось, обязательно ставьте лайки, делайте репосты в соцсетях и пишите в комментариях все, что вам понравилось, либо все, что вам не понравилось, либо если есть какие-то вопросы. Желаю вам легкого плетения, вдохновения, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!